Все в порядке. Давайте начнем. Хорошо. Итак, часть 2 нашей дискуссии. Итак, теперь мы сосредоточимся на методах объяснения пост-хок. Правильно? Итак, давайте еще немного подумаем об объяснениях, потому что в отличие от того, о чем мы говорили до сих пор, здесь больше нет модели, которая пыталась бы быть интерпретируемой по своей сути или создавать вещи, которые можно интерпретировать, не так ли? Сейчас мы находимся в ситуации, когда у нас, по сути, есть такого рода сложный классификатор. Мы не можем прикоснуться к классификатору, или это та настройка, с которой мы работаем. Мы не хотим ничего менять в этом классификаторе. Но ведь есть конечный пользователь, и нам нужно как бы предоставить конечному пользователю какое-то интерпретируемое описание поведения этой модели, верно? Так что объяснение будет являться интерфейсом между этой сложной моделью и конечным пользователем. Таким образом, у нее должно быть почти 2 ключевых свойства. Итак, во-первых, объяснение должно точно описывать поведение этого классификатора, не так ли? Так что если объяснение неправильно описывает поведение модели, то, по сути, оно бесполезно, даже если оно интерпретируемо пользователем, не так ли? Это одна часть всего, а с другой стороны, все, что мы производим, должно быть интерпретируемо конечным пользователем, не так ли? Итак, это 2 части. И тогда сложность всего этого сценария проистекает из того, что именно мы подразумеваем под понятностью конечному пользователю. И это во многом зависит от характера самого конечного пользователя, не так ли? Итак, являются ли они экспертами по машинному обучению, являются ли они экспертами в предметной области, все эти аспекты. И это то, о чем мы также поговорим немного позже, хорошо? Так, например, когда мы думаем нам просто нужно предоставить интерпретируемое описание поведения модели. Это может выглядеть следующим образом. Например, вы могли бы просто отправить все параметры модели тета, и если это кто-то, кто сам строит модель, или ученый-исследователь, инженер, который разбирается в машинном обучении, он может быть в состоянии понять это, не так ли? Так что это какая-то форма предоставления этому человеку дополнительной информации. Или вы могли бы в основном прислать много примеров предсказаний и сказать, что для этого примера вот какой результат я получаю. Для таких примеров вот какой результат я получаю и так далее. Или вы могли бы обобщить с помощью программы, правила или дерева все эти виды конструкций, о которых мы говорили ранее. Или вы могли бы как бы выбрать наиболее важные особенности или моменты, влияющие на прогноз. Или вы могли бы как-то описать, как перевернуть предсказания данной модели. Так что все это возможные объяснения сложной модели конечному пользователю, не так ли? Теперь, какое из них более подходящее, зависит от того, что именно представляет собой ваше приложение, а также от того, кто ваш конечный пользователь, не так ли? Так, например, я не могу отправить все параметры модели тета врачу и предположить, что они будут иметь в этом какой-то смысл, не так ли? Но в то же время, если я расскажу им о таких вещах, как наиболее важные функции, они могут использовать эту информацию, не так ли? Хорошо. На очень высоком уровне литературу по методам постспециального объяснения можно разделить на 2 класса объяснений. Таким образом, один из них — локальные объяснения, а другой — глобальные объяснения. Я думаю, что названия довольно описательны, но давайте просто рассмотрим, что это значит. Итак, локальные объяснения. Цель этих объяснений или этих методов состоит в том, чтобы объяснить отдельные предсказания модели, не так ли? Итак, если у нас есть одно предсказание, как это предсказание сбывается или каковы факторы, влияющие на это предсказание? Теперь глобальные объяснения, с другой стороны, они пытаются описать по большей части полное поведение моделей. Таким образом, они пытаются дать глобальную картину поведения модели, хорошо? Так что их цели тоже немного отличаются, опять же из-за того, как о них думают. Локальные объяснения, как правило, помогают нам выявить любые виды предубеждений или моделей, основанных на ложных функциях и так далее в данном локальном районе экземпляра, в то время как глобальные объяснения помогают пролить свет по вопросам общей картины или предубеждениям в отношении общей картины, затрагивающим более крупные подгруппы населения. Не так ли? И опять же, я предполагаю, что это отчасти следует из того, что мы обсуждали ранее. Поэтому в то время как локальные объяснения помогают проверить, делаются ли индивидуальные прогнозы по правильным причинам, глобальные объяснения помогают проверить, подходит ли модель на высоком уровне для развертывания, не так ли?
Так что это может показаться несколько тривиальными проблемами. Но на практике эти вещи важны, потому что, например, прежде чем мы даже развернем модель, так что, скажем, в больнице или в судебной системе и так далее, должны быть утверждения. Или высокопоставленные власти должны одобрить, что эти модели достаточно хороши для развертывания, не так ли? В таком случае мы не можем дать им кучу локальных прогнозов в 1 миллион баллов и сказать, что теперь используйте это для проверки вашей модели. Поэтому для них очень важно глобальное описание, чтобы они могли правильно видеть общую картину происходящего. Таким образом, на практике эти различия играют очень важную роль в обеспечении возможности определенных приложений и практик по сравнению с другими. Хорошо? Хорошо. Таким образом, это в целом другой набор методов объяснения пост-хок, которые мы собираемся рассмотреть. Поэтому, во-первых, мы собираемся сосредоточиться на локальных методах объяснения. В соответствии с этим суть того, что мы обсуждали до сих пор, и как это связано с этим, заключается в том, что вы можете увидеть здесь некоторые знакомые конструкции, о которых мы уже говорили в контексте изначально интерпретируемых моделей, не так ли? Будь то правила, будь то важность функции, будь то прототипы, эти конструкции будут неоднократно встречаться во всей этой литературе. Независимо от того, говорите ли вы о изначально интерпретируемых моделях или объяснениях пост-хок. Хорошо. Но это влечет за собой целый ряд новых проблем, потому что здесь мы рассматриваем приближение другой модели. Хорошо, хорошо. Так что давайте перейдем к первому и очень популярному классу локальных объяснений, который имеет важное значение, не так ли? Так что я уверена, что некоторые из вас слышали об этом методе, называемом LIME или SHAP, потому что они довольно популярны. И если вы ищете метод «Я хочу объяснение», вы можете столкнуться с репозиториями и пакетами, в которых есть реализации для них, не так ли? Так что это был, я думаю, один из первоначальных методов, которые появились в этой области методов специального объяснения. И алгоритм или сам метод на самом деле очень прост и интуитивно понятен, не так ли? Итак, что мы пытаемся сделать еще раз? Помните, что существует локальное объяснение, которое означает, что мы пытаемся объяснить отдельные предсказания модели. Только по одному предсказанию за раз, хорошо? И то, как работает этот метод. Скажем так, наша цель состоит в том, чтобы как бы объяснить предсказание модели в том экземпляре, который вы видите на экране. И решение базовой модели отражает такую сложную нелинейную поверхность, которую вы видите как бы ниже отметки плюс. И то, как вы действуете с этим алгоритмом, заключается в том, что вы берете эту точку, назовем ее ши, а затем несколько раз возмущаете эту точку и в основном генерируете экземпляры вокруг ши, верно? Итак, вы добавляете некоторый случайный гауссов шум к x, а затем генерируете кучу экземпляров в локальной окрестности x или 11. Хорошо. Итак, теперь используйте базовую модель, чтобы предсказать метки для каждого из этих сгенерированных вами возмущений, верно? Итак, теперь возьмите базовую модель и определите предсказание каждой из этих точек. А затем взвесьте эти образцы в соответствии с расстоянием до ши, верно? Таким образом, точки, которые находятся ближе к ши, получат более высокий вес, а точки, которые находятся дальше от ши, получат более низкий вес. И, по сути, вы делаете это взвешивание, а затем вы в основном подгоняете простую линейную модель, такую как линейная регрессия или логистическая регрессия, к этим взвешенным выборкам. Хорошо. Так что это в значительной степени то, что это делает. А теперь ваша простая линейная модель. Она дает вам кучу коэффициентов или весов, связанных с различными функциями, и это становится вашим объяснением, потому что это обеспечивает важность функций, хорошо? Так что алгоритм очень прост, как вы можете видеть. Таким образом, вы буквально берете точку, возмущаете ее кучу раз, генерируете локальную окрестность и получаете предсказание модели для этой локальной окрестности, а затем подгоняете линейную модель к этим экземплярам и их предсказаниям. Не так ли? Вот и все. Хорошо, все в порядке. Итак, в этой статье также приводится несколько интересных примеров, которые стали своего рода классическими примерами размышления об объяснениях и их необходимости. И мы уже видели кое-что из этого в нашей мотивации. Например, если мы просто посмотрим на прогнозы, сделанные, скажем, некоторыми моделями, мы можем увидеть, что есть только одна ошибка. Так что, возможно, модель на самом деле работает очень хорошо, не так ли? Значит, он все правильно предсказывает. Есть только одно изображение, на котором он ошибается. Но, с другой стороны, как только вы увидите объяснение, полученные этим методом, вы поймете, что мы, по сути, построили детектор снега, не так ли?
Так что такого рода понимание может быть получено только из объяснений. Хорошо. Наряду с лаймом еще один популярный метод, который часто возникает, когда вы думаете или когда вы на самом деле даже ищете методы объяснения пост-хок, называется ШЭП. Таким образом, ШАП также пытается подыграть интуиции, аналогичной интуиции лайма, и у него много связей с лаймом. Но на очень высоком уровне то, что ШЭП пытается сделать, это оценить предельный вклад каждого признака в прогноз, и вы усредняете этот вклад по всем возможным перестановкам. Итак, что я имею в виду под этим? Давайте возьмем пример, где у нас есть три функции, итак, 41, 42 и 43. Хорошо. И теперь мы хотим определить важность этой функции в соответствии со значениями Шипли для x1. Итак, мы хотим определить, каков вклад x1. Таким образом, способ работы ШЭП на самом деле очень прост, но возникают проблемы с масштабируемостью, для решения которых требуется гораздо больше трюков в фоновом режиме. Но по сути идея заключается в том, что вы вычисляете, насколько сильно меняется прогноз. Прогноз изменения базовой модели с x1 или без него для различных перестановок функций, верно? Итак, во-первых, вы видите хорошо, итак, без каких-либо функций, каким будет прогноз. Если вы добавите x1, каким будет прогноз, хорошо. Тогда каким будет предсказание только sx2? Если вы добавите x1, каким будет предсказание или в чем разница? И опять же предельный вклад добавления x1 к x3, верно? Таким образом, по сути, для каждой такой комбинации вы вычисляете, каков результат, например, добавления x1 в микс минус результат отсутствия x1 в миксе, верно? Итак, вы делаете это для каждой возможной будущей перестановки, а затем суммируете и усредняете все эти предельные вклады. Вот что будет составлять значение Шипли, или вклад, или важность каждой функции, и вот как вы можете это вычислить. Но, как вы можете видеть, как только вы начнете часто прибегать к перестановкам, это станет очень сложной проблемой для решения вычислительно. И есть приемы для их аппроксимации и так далее, но в них мы не будем вдаваться. Но здесь речь идет о интуиции высокого уровня. Хорошо, хорошо. Теперь и в этом классе есть несколько методов, основанных на правилах, которые довольно популярны. Так что один из них — якоря, которые можно рассматривать как основанный на правилах вариант того, о чем мы говорили, не так ли? И якоря, по сути, полагаются на ту же тактику, что и у лайма. Итак, что мы делаем? Если вы хотите как бы подумать об объяснении экземпляра X, вы возмущаете этот экземпляр X, чтобы сгенерировать локальное соседство точно так же, как вы читали для Lime. А затем что вы делаете? Вы пытаетесь найти правило, которое бы правильно охватывало этот район, не так ли? Итак, еще раз, если вы подведете итоги и вспомните эти наборы решений или наборы правил, о которых мы говорили, там также цель состояла в том, чтобы найти некоторые правила, которые красиво и правильно охватывают определенное пространство или набор данных. В таком случае здесь мы просто пытаемся найти правила, которые правильно охватывают местный район. Так что интуиция у нас одна и та же. Мы не собираемся вдаваться в детали алгоритма, но, грубо говоря, вы пытаетесь найти правила, которые правильно охватывают местный район. Так, например, предположим, что вот точка данных, а это прогноз этой точки данных. Таким образом, объяснение строк в основном расскажет вам о важности и направлении важности, положительном или отрицательном для каждой функции, в то время как объяснение привязки — это, по сути, то правило, которое как бы охватывает местный район. Хорошо? Все в порядке. Хорошо. Итак, следующий класс методов исследования местности, который очень популярен, особенно в области изображений и компьютерного зрения, это карты рельефа местности. И карты значимости, опять же, они также будут отображать какую-то важность объекта. Но они делают это совсем по-другому, чем Lime и SHAP. Давайте взглянем на них, хорошо? Итак, с картами значимости идея состоит в том, что, предположим, у вас есть эта сложная модель, и вы можете вводить изображение в эту модель, а затем она в основном делает прогнозы. В данном случае модель говорит об изображениях птицы Джанкоу.
Вопрос, который вы задаете, заключается в том, какие части этого изображения наиболее релевантны для предсказания птицы Джанкоу, не так ли? Так вот, какой вопрос вы задаете. И вы надеетесь получить такой результат, который в основном выделяет важные фрагменты изображения, на которые опирается модель при составлении этого прогноза Джанкоу Бёрд, хорошо? Все в порядке. Хорошо. Так что просто ради того, чтобы я подумала о разных классах в настройках. Так что вы могли бы подумать либо о модели двоичного класса, либо о двоичном классификаторе, где есть функция f, сопоставляющая класс 1. Или если у вас несколько классов, вы можете придумать логит для конкретного класса, не так ли? А phi — это логит для конкретного класса для класса i. Хорошо, хорошо. Итак, существует несколько методов для создания этих карт значимости, которые мы только что видели, и многие из них в основном основаны на градиентах или производных, проще говоря. Так, например, первый метод, который на самом деле был популярен некоторое время назад. Конечно, затем люди начали обнаруживать проблемы с ним и так далее. Это входной градиент, где в основном то, что вы пытаетесь вычислить. Градиент этого логита для конкретного класса, верно. Итак, градиент этой функции или базовой модели fx по отношению к экземпляру x, предсказание которого вы хотите объяснить. Так в чем же причина этого? Это очень простая интуиция, не так ли? Итак, вы хотите посмотреть, насколько сильно меняется вывод или насколько меняется базовая функция, когда вы вносите небольшие изменения в заданную точку входных данных, верно? Или в каждую из функций этой точки входных данных по существу, верно? Если y сильно меняется в результате изменения одной конкретной функции в вашем векторе входных точек, то по сути эта функция очень важна для y, не так ли? Вот и все. Скорость изменения y при заданном x, по сути, это принцип, который вы используете, и вы это вычисляете. И вещи, которые имеют здесь более высокие значения градиента, в основном будут означать, что функции более важны. Хорошо, хорошо. Итак, если мы возьмем этот пример и визуализируем тепловую карту, где красным цветом обозначены области более высокой важности, а белым — области меньшей важности. Вот какие результаты были получены с помощью этих методов входного градиента, верно? И с чем-то подобным существует несколько проблем. Во-первых, это визуально шумно и несколько сложно интерпретировать. И есть также другие проблемы, такие как насыщенность градиента, которые были задокументированы. Но в основном, если вы посмотрите на это изображение, мы увидим, что оно несколько шумное. Мы не уверены, что с этим делать, на что смотрит модель, на это ли смотрит модель и так далее. Поэтому для того, чтобы исправить некоторые проблемы с этими методами, был предложен вариант, который называется SmoothGrad. И то, что делает SmoothGrad, по сути, усредняет градиенты шумного входного сигнала. Он не просто берет x и вычисляет градиент функции относительно x. Он в основном берет x, возмущает его n раз, а затем вычисляет градиент выходной функции относительно каждого из этих возмущений, а затем вы усредняете все это. Таким образом, вы, по сути, создаете эффект сглаживания в этом случае при вычислении градиента, верно? Таким образом, это результат для того же изображения с помощью SmoothGrad. Как вы можете видеть, вы можете извлечь из этого немного больше смысла. Это не так шумно, как то, что мы видели с градиентами, не так ли? Хорошо. Поэтому следующим подходом, который был предложен снова в этом направлении, был подход интегрированных градиентов. И идея здесь в том, что опять же вы пытаетесь как бы сгладить градиенты здесь, но немного другого рода, чем усреднение градиентов. Итак, идея, которая здесь используется, заключается в том, чтобы получить интеграл по траектории, который в основном вычисляет сумму интерполированных градиентов. Так что вы будете думать об этом как о некотором базовом вводе x тильды. Вы можете думать об этом как о простом черном изображении. Верно, на нем ничего нет. Так что есть некоторые исходные данные. И то, как вы думаете о градиентах здесь, заключается в том, что вы интерполируете градиенты между исходными данными и точкой. Таким образом, вы в основном проходите через все промежуточные градиенты и пытаетесь вычислить интеграл от всех этих градиентов по этой интерполяции. Хорошо?
И опять же, результаты стали становиться все более и более ясными по мере того, как люди совершенствовали эти методы один над другим. И есть также несколько других методов, например, есть ввод времени градиента, то есть вы не просто вычисляете градиент, вы также производите точечное произведение с самой точкой x. Так что это поэлементное произведение градиентов и входных точек. Это то, что создает подобные изображения. И есть еще несколько вариантов. Например, есть лаб, послойное распространение релевантности, GradCam и так далее. Но суть такого рода методов в том, что они так или иначе используют градиенты и создают различные версии сглаживания этих градиентов, чтобы получить карту значимости или объяснения. И это довольно популярный класс методов постспециального объяснения, которые обычно используются в различных областях применения, включая здравоохранение, например, использование рентгеновских снимков грудной клетки для выявления опухолей и так далее. Люди там тоже используют подобные методы для получения объяснений. Хорошо. Итак, следующий класс — это прототипы и постспециальные объяснения, основанные на примерах. Таким образом, в рамках этой широкой области опять же существует несколько подходов. Там, наверное, просто есть краткое описание всего. Так что я думаю, что мы касаемся некоторых репрезентативных подходов в каждом классе или каждой категории. Есть несколько других подходов, с которыми из-за нехватки времени мы можем ознакомиться. Но цель состоит в том, чтобы дать вам представление о каждом классе на высоком уровне, не так ли? Хорошо. Итак, с прототипами или объяснениями, основанными на примерах, есть два ключевых метода, которые были предложены в рамках этой категории. На высоком уровне этот класс методов использует примеры, будь то синтетические примеры или естественные примеры, для объяснения отдельных предсказаний, не так ли? Итак, первая работа Перселиана и его ученика Панквея посвящена функциям влияния. Цель здесь состоит в том, чтобы в основном идентифицировать экземпляры в обучающем наборе, которые отвечают за предсказание данного тестового экземпляра, не так ли? Итак, если у вас есть тестовый экземпляр, какой из обучающих экземпляров отвечал за это предсказание? Это то, что вы хотите определить. А второй называется максимизацией активации, где цель состоит в том, чтобы идентифицировать, опять же, примеры синтетические или натуральные, которые сильно активируют конкретную интересующую функцию или интересующий нейрон. Хорошо. Итак, давайте немного поговорим о первом подходе, а затем перейдем ко второму. Итак, здесь, как я только что объясняла, это первый подход. Мы хотим спросить здесь не просто посмотреть, какие фрагменты изображения влияют на прогноз, а задать вопрос о том, какие тренировочные точки имеют наибольшее влияние. Повлияйте на проигрыш теста по этому конкретному пункту и на прогноз. Так что, например, в этом случае ответом могут быть какие-то другие изображения в наборе данных, на которых изображена птица Джунко, верно? И подход или техника, которые были использованы в этой работе, на самом деле заимствованы из очень классической методики в области надежной статистики, которая называется функцией влияния. И цель стиля в то время, как в классической литературе по статистике это очевидно не использовалось для объяснений без кавычек. В классической литературе по надежной статистике есть нечто, называемое расстоянием Кука. Цель здесь в том, что мы пытаемся оценить влияние каждой точки в наборе обучающих данных на параметры модели, не так ли? Итак, для того, чтобы сделать это, например, если я хочу оценить влияние этой точки на параметры модели, один из способов — я удаляю точку, я снова тренирую модель. Смотрю, как меняется модель, верно? Но это быстро усложняется, если мне приходится делать это за каждое очко. Поэтому существует очень популярная мера, называемая расстоянием Кука, которая фактически дает аналитическое выражение для вычисления изменения параметров модели при удалении точки из данных. Значит, по сути, вы вычисляете влияние этой точки, не так ли? Итак, что делает эта статья? По сути, берет эту основную идею расстояния Кука и применяет ее к современной системе машинного обучения, размышляя об объяснениях и влиянии обучающих точек на тестовые точки и так далее, не так ли? Например, предположим, что XJ — это в основном точка обучающей выборки. Извините, Z — это точка обучающей выборки. Z в основном указывает на любую точку I в наборе данных. А также есть тестовая точка Z, хорошо? Итак, для тех из вас, кто знаком с машинным обучением, это похоже на классическую эмпирическую целевую функцию минимизации рисков. И это то, что мы использовали для изучения параметров модели, не так ли?
Таким образом, эти подходы, они думают об этом немного по-другому в форме взвешенного решения ERM. Итак, давайте предположим, что наша цель состоит в том, чтобы оценить влияние точки с G на модель. Тогда вы можете подумать о таком взвешенном решении. И если вы установите эпсилон равным -1 на n, это фактически приведет к удалению точки с G из набора данных. Хорошо. Итак, это слегка обобщенная формулировка, чтобы вы могли подумать о влиянии точки с G на параметры модели. Так что, по сути, они используют это для вычисления такого рода влияния обучающих точек на параметры модели, верно? Это главная цель. Итак, в конечном счете, вы хотите добраться до того места, где вы хотите вычислить влияние обучающей точки с G на параметры модели. И как вы можете видеть, это включает в себя вычисление Гессиана. И как только у вас это будет, вы сможете оценить влияние с G на потерю Z-теста, который является точкой данных теста, используя это выражение. Хорошо? И в этой статье также говорилось о куче объяснений здесь. Одно из них заключается в том, что вы можете как бы вычислить самовлияние неправильно помеченных примеров, чтобы понять, что происходит, не так ли? Таким образом, если точка неправильно классифицирована, если мы вычислим влияние этой точки на предиктор, то мы сможем увидеть или потенциально понять, почему происходит эта неправильная классификация, или мы потенциально могли бы диагностировать возможное несоответствие предметной области, там, где точка находится вне распределения, и мы можем как бы увидеть это, посмотрев на обучающие примеры, которые влияют на прогнозирование этой точки. А также потому, что это помогает нам определить влиятельные моменты в данных. Потенциально, если противники отравят эти моменты, они могут максимально изменить предсказатель, не так ли? Таким образом, существует несколько других приложений, сводящихся к примерам состязательности и другим видам литературы по этому подходу. Однако с таким подходом есть несколько проблем. Итак, одна из них — масштабируемость, потому что она включает в себя вычисление Гессиана, как мы только что видели, не так ли? Так что на практике это может быть сложно. И выпуклость цели, на которую мы смотрим, также оказывается сложной задачей на практике, и есть несколько других документов, в которых пытаются исправить некоторые из этих проблем. Хорошо. Другой подход, который мы рассматриваем в рамках настройки, это максимизация активации. Итак, цель этого подхода опять же состоит в том, чтобы идентифицировать примеры, которые активируют интересующий нейрон, не так ли? И затем различные варианты реализации здесь — это поиск естественных примеров в заданном наборе данных поезда или так далее, которые сильно активируют интересующий нейрон. Или синтез примеров, которые могут не обязательно. Существуют ли в исходных обучающих данных, как правило, процедуры оптимизации, такие как градиентный спуск, которые сильно активируют интересующий нейрон, не так ли? Так что либо используйте оптимизацию для поиска синтетических примеров, либо выполните поиск в вашем наборе данных, чтобы найти пример. Итак, вот несколько примеров, которые были своего рода результатом использования каждого из этих подходов. Верхний ряд — это в основном примеры, выбранные из самого набора данных, верно, так что они сильно активировали определенные нейроны в определенном промежуточном слое. А нижний — это если мы используем оптимизацию, чтобы найти такие примеры, как они выглядят. Так что очевидно, что существует большая разница между типами примеров, которые вы видите в обоих случаях. Таким образом, в некотором смысле вверху вы можете видеть, что на нем изображены изображения бейсбола или полосы, а затем внизу как будто там явная двусмысленность. Неясно, бейсбол это или полосы. Так что они могут просто то, что вы получите, когда подумаете о натуральных примерах, по сравнению с синтетическими, может выглядеть совсем по-другому. Хорошо. Итак, теперь последний класс подходов к локальному объяснению. Это контрафакты, которые на самом деле были популярны из-за других видов приложений, отличных от тех, о которых мы говорили, не так ли? Итак, на самом минимальном уровне, что такое контрафактическое объяснение? Контрафактические объяснения говорят нам, какие функции необходимо изменить и насколько, чтобы перевернуть прогноз модели, не так ли? Так, например, в данном случае, какие черты в этом изображении хохлатого ауклета нужно изменить и на что, чтобы получить краснолицего баклана.
Так почему же это важно или где это может быть полезно? Это интересный вопрос, потому что многие исследования в этой области касаются приложений в банковской и финансовой сферах, потому что, как я уже говорила ранее, такие правила, как GDPR, как бы фокусируются на этих областях в качестве предварительных областей применения. Таким образом, эти объяснения стали популярными из-за этих областей. Чтобы понять сценарий, давайте рассмотрим этот пример, в котором заявитель на получение кредита подал заявку на получение кредита в банк, у которого есть прогностическая модель, которая определяет, должен ли этот человек получить кредит или нет, верно? Таким образом, в этом случае, если человеку отказано в кредите, вместо того, чтобы просто сказать это, человек может действительно выиграть. Если мы расскажем ему, что ему нужно сделать, чтобы изменить свой профиль и повторно подать заявку на кредит, чтобы в следующий раз они добились большего успеха при повторной подаче заявки на кредит, сэр, не так ли? Итак, теперь то, как мы генерируем такие объяснения. Это в основном область контрфактических объяснений, также называемая алгоритмическим обращением. Поэтому эти термины сегодня часто используются как взаимозаменяемые в литературе. Поэтому всякий раз, когда вы слышите то или иное, вы в основном имеете в виду одно и то же, не так ли? И обращение за помощью или контрафактное объяснение принимает форму чего-то вроде этого — функция, а затем изменение функции. Например, зарплата. Увеличьте зарплату на 5000. Своевременно оплачивайте счета по кредитной карте в течение следующих 3 месяцев. Именно такие изменения рекомендуется вносить с помощью этих алгоритмов. Таким образом, стратегий для генерации такого рода объяснений существует множество, но у них есть некоторые общие основополагающие принципы. Поэтому я сначала коснусь их, прежде чем вдаваться в другие детали, хорошо? Итак, создавая контрафактные объяснения на интуитивном уровне, вы можете думать об этом очень простым способом, не так ли? Итак, ваша цель состоит в том, чтобы на этой области с отрицательной маркировкой границы решения модели была некоторая точка X. И вы хотите найти другую точку в области с положительной маркировкой границы решения, в которую X может превратиться, верно? Так вот в чем проблема. Интуитивно вы можете думать об этом так. Так что теперь возьмите точку X и продолжайте возмущать ее и подталкивать к границе принятия решения. И как только это пересечет границу принятия решения, остановитесь и скажите, что X должен стать этой точкой, чтобы получить кредит, верно? Теперь вопрос здесь в том, что если я возьму X и начну возмущать его в направлении границы принятия решения, он может либо пойти этим путем и стать этой точкой CEF2, либо он может пойти этим путем и стать этой точкой CEF1. Кем он должен стать? Так что в основном именно в этом и заключаются различия в подходах. Таким образом, в некотором смысле предлагаемые алгоритмы решения этой проблемы различаются в том, как выбирать из этих возможных контрфактов. И, во-вторых, насколько необходим доступ к базовой прогностической модели. Могут ли они работать с черным ящиком, или им нужен доступ к градиентам базовой модели, хорошо? Хорошо. Поэтому мы сейчас рассмотрим некоторые детали этих подходов и просто рассмотрим их последовательно, чтобы увидеть, как они переходят от одного к другому. На самом деле, позвольте мне сделать паузу и посмотреть, есть ли какие-либо вопросы, прежде чем я сделаю это, перейду к более подробным деталям. Есть один вопрос из чата здесь, который может иметь отношение к тому, о чем мы говорили только что. И вопрос в целом в том, что вы думаете о недавней статье Антропик о линейных единицах Softmax. Дает ли она больше надежды на создание более интерпретируемых архитектур моделей, или нам следует сосредоточиться на этих постспециальных объяснениях, о которых вы говорили? Да, я имею в виду, я бы сказала, все усилия, независимо от того, пытаетесь ли вы сделать это на уровне модели, делаете ли вы модели более плавными, не так ли? Или используете ли вы постспециальные объяснения? Все это усилия в направлении того, чтобы сделать что-то более понятным тем или иным способом, не так ли? Так что, по крайней мере, по моему личному мнению, ответ, вероятно, не один против другого. Но я думаю, что у нас есть более четкое представление о том, когда нужно идти на это, а когда это потерпит неудачу, и в этом случае поможет ли что-то еще. Итак, в настоящее время, и мы поговорим об этом немного подробнее по мере приближения к концу, я думаю, что все эти подходы полезны.
Просто я чувствую, что необходимо более четкое понимание. Вместо того, чтобы говорить, что это битва против той, более четкое понимание того, когда это было бы более полезно. И вот когда что-то еще может быть более полезным. Я думаю, что именно туда мы должны двигаться. Потому что это то, о чем меня часто спрашивают на разных форумах. Например, что, может быть, нам никогда не следует использовать объяснение постхок. Потому что есть некоторые недостатки, о которых мы подробно поговорим на дневном заседании. Но я думаю, что ответ, вероятно, заключается не в том, чтобы выбрать ту или иную сторону, а в том, чтобы посмотреть, когда каждый подход будет полезен. Хорошо, хорошо. Так что давайте двигаться вперед и попробуем рассмотреть каждый из индивидуальных подходов в этой области. Итак, вот в чем, по сути, основная цель множества подходов, которые пытаются генерировать контрафактные объяснения. Идея в том, что, учитывая точку x, мы хотим найти точку x' такой, чтобы расстояние между x и x' было как можно меньше, а вывод модели на x' был положительным. Не так ли? Итак, вы хотите найти самый близкий экземпляр к исходному экземпляру, с которого вы начали, так, чтобы эти два были довольно близки. Но также ярлык этого нового экземпляра, который вы находите, является положительным ярлыком, не так ли? А затем вы просите x в основном превратиться в x'. В этом и заключается идея. Хорошо. Итак, x' называется вашим контрфактом, а x — ваш исходный экземпляр. А d может быть некоторой метрикой расстояния, будь то расстояние L2 или некоторые другие виды расстояний, расстояние Манхэттена и так далее. Хорошо. Итак, выбор метрики расстояния также важен, потому что если вы думаете о практическом применении, это может диктовать, какие контрфакты следует выбирать, не так ли? Конечно, с точки зрения ваших методов оптимизации и прочего, это может иметь какое-то значение, но я думаю, что есть еще кое-что, что имело бы большое значение на практике. Хорошо. Итак, первая статья, которая действительно затрагивает эту область, представлена Сандрой Вахтер и ее коллегами, и они используют здесь нормализованное расстояние Манхэттена. Но другие статьи, которые основываются на этом, начали использовать L2 в качестве классической метрики расстояния, потому что это улучшает элементы оптимизации. Не так ли? Хорошо. Так что это, по сути, ваши контрфакты минимального расстояния, не так ли? Так вот в чем цель. Как правило, при решении этой задачи Вахтер и даже другие методы в этой области, по сути, пытаются сделать эту задачу оптимизации ограничений неограниченной, включив эти ограничения в саму цель. А затем они в основном решают эту дифференцируемую и ограниченную версию, используя алгоритмы оптимизации, такие как EDM, со случайными перезапусками, верно? Как вы можете видеть, это уже не выпуклая проблема, поэтому вам понадобятся случайные перезапуски, чтобы иметь шанс достичь глобального минимума. Хорошо. Итак, этот конкретный метод на самом деле требует доступа к градиентам, лежащей в основе прогностической модели. Таким образом, прогностическая модель может быть полным черным ящиком, где вы просто видите предсказания модели. Вы должны быть в состоянии вычислить градиенты модели, не так ли? Итак, вот несколько примеров, которые дает этот метод. Так, например, здесь говорится, что если бы ваш балл ЛАТ был 34, у вас был бы некоторый прогнозируемый балл 0, и если вы измените свой балл ЛАТ на некоторое значение, то это будет ваш прогнозируемый балл. Самое интересное в том, как реализован этот метод. Он предлагает людям изменить свою расу, чтобы получить желаемый результат, не так ли? Очевидно, что нечто подобное невозможно осуществить на практике, но также крайне неэтично делать подобные вещи, не так ли? Так вот почему существуют другие подходы, которые как бы опираются на этот подход. И это работа Устуна и другие. Где они меняют эту цель, чтобы теперь обеспечить соблюдение того, что простое число x, которое является контрафактом, который мы выбираем, должно принадлежать определенному набору, который можно рассматривать как набор допустимых контрафактов, верно? Итак, в этом наборе например, вы не допустите изменения расы, пола или любых других чувствительных атрибутов, использование которых неэтично, хорошо? Да, хорошо. Итак, здесь, как я только что говорила, это набор возможных контрфактов, которые часто дает конечный пользователь, и изменение расы и пола, и такого рода вещи невозможны, не так ли?
И есть еще одна вещь, которую вы видите там, которая изменилась по сравнению с нашей первой целью, которую мы рассматривали, а именно, вместо расстояния в этом подходе теперь учитывается стоимость. Таким образом, в каком-то смысле вместо того, чтобы просто сказать, что я вычислю расстояние L2 в такого рода пространстве данных, это говорит о том, что некоторые функции человеку может быть сложнее изменить на практике, чем другие, не так ли? Так что давайте попробуем отчитаться за них. Может быть, для кого-то, кто живет в определенном месте, легко увеличить размер своего дома или квадратные метры своего дома, но не свою зарплату. А для кого-то в другом месте может быть правда и наоборот. Как мы можем лучше учесть это при рекомендации этих изменений? Итак, давайте не просто посмотрим на расстояние во входном пространстве, а рассмотрим затраты, связанные с изменением определенных функций при назначении такого рода средств правовой защиты, не так ли? И в качестве первого решения этой проблемы этот конкретный подход моделирует стоимость как сдвиг логарифмического процентиля, который в основном моделирует этот аспект. Когда изменения становятся сложнее, когда вы пытаетесь внести изменения с более высоким процентильным сдвигом, верно? Так что перейти с 90 на 95 может быть намного сложнее, чем, например, перейти с 50 на 55 процентилей, хорошо? Так вот, конечно, что делает этот подход. Несколько последующих работ, в том числе некоторые из наших, фактически пытаются узнать эти затраты, спрашивая пользователей об их предпочтениях. Так, например, мы проделали некоторую работу, в ходе которой мы в основном спрашиваем пользователей, плохо ли люди соотносят эту стоимость с функцией. Но если я скажу им, было бы вам легче изменить свою зарплату по сравнению с квадратным метром вашего дома, они могут ответить «да» или «нет» и провести попарное сравнение, не так ли? И так как перейти от этого к определению таких затрат, это, конечно, некоторая последующая работа, проделанная нами и другими исследователями. Хорошо. Да, хорошо. Таким образом, в основном этот подход или эта статья рассматривают только тот случай, когда модель представляет собой линейный классификатор. Поэтому у них также есть теории, связанные с этим, чтобы сказать, что все, что вы получаете от этого, является хорошим решением для линейного классификатора. Таким образом, они решили эту проблему так. Сформулировали в виде целочисленной программы и оптимизировали ее с помощью симплекса. Так что этот подход фактически требует полного доступа к линейному классификатору. Им нужен весовой вектор для того, чтобы вычислить такого рода регресс или контрфактическое объяснение, которое может быть доступно, а может и нет, в зависимости от настроек, с которыми вы работаете. Хорошо. Хорошо. Итак, теперь вопрос в том, что если у нас есть черный ящик или нелинейный классификатор вместо линейного классификатора. Теперь одним из потенциальных решений может быть что-то вроде аппроксимации локальной линейной модели, например, с использованием такого подхода, как LIME, о котором мы говорили ранее. А затем, как только вы получите такую локальную линейную модель, примените эту структуру для того, чтобы получить регресс. Это один из подходов. У него, конечно, есть свои недостатки, и он сильно зависит от качества самой аппроксимации этой локальной линейной модели. Но это своего рода потенциальный способ использовать этот подход с нелинейным классификатором, не так ли? Все это пример того, как выглядит результат этого конкретного подхода. Итак, в основном, у него есть некоторые функции, которые нужно изменить, и каково текущее значение, и каковы требуемые значения. Так что, по сути, именно такой результат получают эти подходы, не так ли? Теперь давайте предположим, что есть значение, называемое текущей глубиной, и вы хотите его уменьшить, но еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, заключается в том, что на самом деле на практике изменение одной функции, не затрагивая другую, не всегда возможно, верно? Так что же я имею в виду? Например, мы только что сказали этому заявителю уменьшить ваш текущий долг с 3250 до 1000. И давайте предположим, что через год этот заявитель вернется и скажет: «О, мой текущий долг сократился до 1000, а теперь дайте мне взаймы», и тогда модель может сказать: «Но ваш возраст также увеличился на 1». И это обращение больше не действует для людей, чей возраст увеличился на 1 вместе с уменьшением вашего долга, не так ли? Сейчас очень важно учитывать эти взаимодействия функций при создании контрфактов. Но как нам это сделать? Это, по сути, следующая практическая проблема, которая была решена в некоторых работах, не так ли? И решение — это то, чего вы, возможно, уже ожидаете, а именно, вы играете с набором А, который в основном представляет собой набор возможных контрафактов, которые вы допускаете при попытке выбрать конкретный контрафакт для человека, верно? И в этом случае вы теперь прибегнете к использованию структурных причинно-следственных моделей.
Так, например, предположим, что у вас есть доступ к причинно-следственному процессу, который генерирует данные, которые фиксируют все взаимодействия между различными переменными в данных и то, как они взаимодействуют. Вы можете использовать эту модель и допускать только те изменения, которые разрешены в соответствии с этой причинно-следственной моделью, не так ли? Так что это один из подходов, который был предложен в литературе. Но главный вопрос в том, что если у нас просто нет доступа к этой структурной причинно-следственной модели, что часто бывает, потому что с любым набором данных реального мира вы редко получаете доступ к полноценной причинно-следственной модели базового процесса генерации. Есть и другие работы, которые пытаются обойти эту проблему. Один подход в основном пытается сказать, что если у вас несовершенные знания о причинно-следственных связях, например, вы знаете некоторые взаимосвязи, вы попытаетесь вывести другие, а затем использовать это, или более поздние подходы, которые стали популярными, основаны на вариационных автокодерах. Значит, идея в том, что в конечном счете вам нужен достаточно реалистичный контрафакт, не так ли? Так вот в чем ваша цель. При всем этом, даже когда вы смотрите на структурные ограничения и так далее, вы говорите, что мой контрафакт не должен выглядеть нереалистичным. Так как же мне сгенерировать более реалистичные контрафакты, независимо от того, использует ли он причинно-следственные графики или использует какой-то другой подход, верно? И другая стратегия или альтернативная стратегия, которая в некотором роде рассматривалась или становится все более популярной в наши дни, заключается в том, что цель состоит в том, чтобы сгенерированные контрафакты лежали на многообразии данных. Поэтому используемый подход заключается в следующем. Постройте вариационные автоэнкодеры для отображения входных экземпляров в скрытое пространство, верно? А затем вы ищете контрфакты в этом скрытом пространстве. И как только контрфакт найден, сопоставьте его обратно с входным пространством с помощью декодера. Хорошо? Так что это в основном помогает с кучей вещей, в том числе с тем фактом, что ваше пространство входных объектов не всегда может быть гладким или непрерывным, в то время как вероятность того, что ваше скрытое пространство будет таким выше. Таким образом, вы, скорее всего, воспользуетесь градиентным спуском и дойдете до точки, которую хотите привести в качестве контрафакта более красиво в своем скрытом пространстве. Чем вы могли бы сделать это в своем входном пространстве? Отчасти потому, что входное пространство также может. Будьте дискретны, и у вас могли бы быть функции, которые имеют просто двоичное значение или упорядочены по рангу и так далее, не так ли? Так вот, с чем пытается справиться этот подход. Таким образом, мы в значительной степени подошли к концу нашего модуля локальных подходов к объяснению. И опять же, между этими двумя подходами локальные подходы к объяснению приобрели большую популярность по сравнению даже с глобальными объяснениями в литературе, а также с точки зрения принятия. Хорошо? Поэтому прежде чем я перейду к глобальным объяснениям и рассмотрю некоторые из существующих там подходов, я сделаю здесь короткую паузу, чтобы посмотреть, есть ли еще какие-либо вопросы по поводу локальных пояснений постхок. Да? Так что независимо от того, просто объясните, когда вы переходите к многомерному пространству. Откуда вы знаете, когда вернетесь назад, вы получите действительное. Да, значит, вы возвращаетесь назад, в основном используя декодер. Поэтому, когда вы разрабатываете кодер и декодер сопоставит эту точку обратно с пространством ввода, и это поможет вам сгенерировать достаточно реалистичные точки во входном пространстве. Но у вас может быть какая-то корреляция с функциями, и когда вы перейдете к декодеру в сравнении с корреляцией, может быть, я не знаю, допустим, мужчина беременен. У вас может возникнуть такая странность. Верно, так что я думаю, есть надежда на это, потому что такой подход не добавляет больше ничего поверх декодера, чтобы обеспечить некоторые из этих вещей. Я думаю, есть надежда, что когда вы выполняете этот процесс кодирования и декодирования, или особенно процесс кодирования, вы сохраняете некоторые из этих видов взаимосвязей в данных, потому что они могут быть заметны. Но на данный момент такой подход больше ничего не добавляет к декодеру. Так что если что-то будет упущено с точки зрения того, как кодер улавливает эти взаимосвязи, вы все равно можете столкнуться с этими проблемами. Но мы надеемся, что кодирование позаботится об этом. Да, хорошо. Хорошо. Давайте перейдем к глобальным объяснениям. И цель здесь отчасти контрастирующая с тем, что мы видели до сих пор, состоит в том, чтобы объяснить полное поведение данной модели черного ящика, верно? Таким образом, в каком-то смысле мы хотим дать представление о поведении модели с высоты птичьего полета. И зачем нам это нужно? Так это то, что это может помочь нам выявить предубеждения в общей картине, сохраняющиеся в более крупных подгруппах. Например, предубеждения, сохраняющиеся в отношении, скажем, группы меньшинств или определенного пола или расы. Вы можете как бы лучше разглядеть их с высоты птичьего полета, не так ли? Это и есть цель.
И можно подумать, у меня есть местные объяснения. Я знаю, как их вычислить. Почему мы не можем просто проверить эти локальные объяснения, а затем узнать о поведении в целом, поскольку мы уже можем интуитивно видеть, что это очень трудно сделать на практике. Потому что если у вас есть 10 тысяч баллов, вручную проверить все эти местные объяснения и попытаться понять их будет чрезвычайно сложно с точки зрения когнитивной перегрузки для людей. Так вот почему мы хотим получить лучшее краткое изложение местных объяснений. И это то, что пытаются сделать глобальные объяснения, хорошо? Так что в каком-то смысле глобальные объяснения дополняют локальные объяснения с точки зрения взгляда, который они принимают на поведение модели. Хорошо. Итак, мы уже немного поговорили о некоторых из этих вещей, так что я не собираюсь повторять это снова. Вместо этого давайте рассмотрим некоторые категории глобальных объяснений. Таким образом, люди опять же подумали о различных подходах к созданию глобальных объяснений. Поэтому один из них — думать о них как о наборе репрезентативных локальных объяснений. Поэтому мы обсудим, как это сделать. Другое объяснение, основанное на репрезентации, которые немного отличаются от всех наборов вещей, которые мы видели до сих пор. А затем есть дистилляция модели, что означает, что вы просто пытаетесь использовать более простую модель, чтобы максимально точно приблизить эту существующую сложную модель, учитывая ограничения выразительности более простой модели. А что касается контрфактов, то, что мы можем сделать с глобальными объяснениями? Итак, это различные подходы, которых мы коснемся, хорошо? Хорошо. Итак, давайте подумаем о первом подходе, который представляет собой глобальное объяснение как совокупность локальных объяснений, не так ли? Итак, как сгенерировать глобальное объяснение модели черного ящика? Итак, идея высокого уровня состоит в том, чтобы создать локальное объяснение для каждого экземпляра данных, используя один из подходов, которые мы обсуждали ранее, и выбрать подмножество кей-локальных объяснений, а затем вернуть его в качестве глобального объяснения. Говоря так, экземпляры, которые выглядят подобным образом, имеют такого рода объяснения. Вот как вы думаете о глобальном объяснении. Но я думаю, что ключевой вопрос с точки зрения точных алгоритмов, которые вы используете, заключается в том, какой метод локального объяснения использовать и как выбрать это подмножество кей-локальных объяснений. С этой целью были предложены различные подходы. И опять же, давайте сначала поговорим об этом в контексте Line, чтобы мы могли понять, как выбрать подмножество кей-локальных объяснений. Напомните, что эта строка используется для объяснения одного единственного предсказания. Итак, по сути, если мы смотрим на ту точку, которая помечена черным цветом, это может предоставить вам линейную модель, которая приближает поведение базовой модели в местности этой точки, не так ли? Опять же, мы обсуждали эту проблему, потому что трудно изучить все объяснения. Так как же мне выбрать кей? Вот в чем вопрос. Итак, эти кей-объяснения являются подмножеством кей-объяснений, которые мы выбираем, должны обладать двумя характеристиками. Поэтому, во-первых, они должны быть репрезентативными. В каком-то смысле они должны обобщать глобальное поведение модели, а во-вторых, они должны быть разнообразными. Они не должны быть избыточными описаниями, не так ли? Так, например, предположим, что если я уже выбрала точку, помеченную черным цветом, и связанное с ней объяснение в моем глобальном объяснении, я бы предпочла выбрать синюю точку и ее объяснение рядом вместо красного. Ведь красный цвет — это, по сути, та же линейная модель, верно? Учитывая, что вы пытаетесь выбрать только кей-точек и их объяснения, чтобы дать глобальное резюме, вы же не хотите выбирать избыточные объяснения, не так ли? Итак, как нам это сделать? По сути, это можно сформулировать как задачу субмодульной оптимизации, и для выбора таких объяснений можно использовать жадный подход, не так ли? Таким образом, вы в основном начинаете с какого-то момента. Выбираете объяснение, а затем максимально стараетесь выбрать объяснение, которое максимально отличается от этого объяснения, которое вы уже выбрали, не так ли? Таким образом, вы можете интуитивно думать об этом процессе, и этот подход не зависит от модели, что означает, что вам не нужен доступ к градиентам модели, функциональным формам модели, архитектуре модели. Все, что вам нужно, это то, что вы должны быть в состоянии бросить точку данных в модель, запросить метку точки и получить ее, не так ли? Кстати, это верно даже для Lime и Shep и некоторых других подходов. Это различие часто в том, какой объем доступа вам нужен к модели, снова становится важным на практике. Потому что в определенных условиях у вас может не быть доступа, скажем, к градиентам модели или архитектуре модели или их функциональным формам.
Хорошо, точно так же существует другой подход, называемый SP-якорь, который, по сути, является тем, о чем мы думали для Lime. Это аналогичное расширение, но для алгоритма привязки, и оно создает правила. Поэтому используйте алгоритм якоря, чтобы получить эти локальные правила, установленные для каждого экземпляра. А затем используйте ту же процедуру, чтобы жадно выбрать подмножество кей-локальных объяснений, а затем вернуть их в качестве глобального объяснения, хорошо? Хорошо, давайте немного поговорим о подходах, основанных на представительстве, потому что в последнее время они приобрели большую популярность, но также столкнулись с большим сопротивлением. Хорошо, и вы скоро поймете почему. Итак, цель подходов, основанных на представлениях, состоит в том, что вы пытаетесь получить понимание модели путем анализа промежуточных представлений глубокой нейронной сети, не так ли? Таким образом, в каком-то смысле ваша главная цель при этом состоит в том, чтобы увидеть, насколько модели полагаются на концепции, семантически значимые для людей. Итак, от чего мы хотим начать, к чему мы хотим прийти? Пока что мы говорим: хорошо, вы даете мне кучу входных функций, и я расскажу вам о важности каждой из этих входных функций для прогнозирования, верно? Но мы говорим вот о чем. Что если я, как человек, расскажу вам о концепции, которая не является функцией в данных? Например, давайте рассмотрим этот сценарий, не так ли? Итак, предположим, что мы рассматриваем этот конкретный прогноз, где у вас есть изображение зебры, и есть модель, которая берет это изображение и правильно предсказывает метку, не так ли? Теперь, если я хочу задать вопрос, насколько важна концепция полос для этого предсказания, где полосы не являются закодированным объектом в пространстве объектов? Я знаю, что такое полосы. Как люди, мы знаем, что означает это понятие, не так ли? Но для модели это все пиксели, не так ли? Так что она может вычислить важность только пикселей на изображении. Но теперь вы говорите, что у меня есть концепция в голове. Насколько важна эта концепция для этого прогноза? Так как же это сделать, в основном заключается в идее объяснений, основанных на репрезентациях. Хорошо. Итак, один из подходов, популярных в этой области, называется ТКАФ, и этот подход подходит к этой проблеме следующим образом, не так ли? Итак, давайте предположим, что теперь наша цель состоит в том, чтобы оценить важность или влияние концепции, называемой полосами, на предсказание модели. Хорошо. Итак, для этого прежде всего мне нужно объяснить модели или вашему алгоритму, что вообще означают полосы, верно? Поэтому с этой целью я дам своей модели два набора изображений. Верхний набор изображений, которые вы видите, по-разному отражает концепцию полос. А нижний набор изображений — это просто случайные примеры, которые не имеют ничего общего с полосами. Итак, я даю два набора изображений. Один из класса Stripes, а другой из класса, который не является Stripes, как случайный набор изображений, не так ли? Теперь я пропускаю эти два набора изображений через модель, предсказание которой я пытаюсь объяснить, и давайте выберем конкретный слой. Давайте предположим, что L — краткий слой, который генерирует кучу представлений. Итак, давайте предположим, что наша цель состоит в том, чтобы в основном определить, как концепция полосатости в каком-то смысле влияет на представление в LM-слое этой сети, хорошо? Итак, давайте предположим, что это и есть цель. Или на самом деле мы хотим сказать больше о прогнозе. Но мы можем буквально использовать тот подход, который я собираюсь обсудить на каждом уровне, а затем как бы вычислить агрегаты по всем слоям, чтобы определить, каково влияние концепции полосатости на результат. Хорошо, но давайте просто выберем L и краткий слой на этом этапе. И давайте возьмем представление, сгенерированное этим слоем моделью для каждого из этих изображений. Как изображение в полоску, так и случайные изображения, верно? И давайте предположим, что это то, что мы в основном получаем на LM-слое для каждого из этих изображений. Теперь мы построим линейный классификатор, который в основном разделяет эти два класса векторов. Таким образом, все, что делает этот линейный классификатор, по сути, говорит для этого конкретного изображения. Так что вот набор векторов, или вот вектор, которым это будет, или он просто пытается разделить класс. Этот вектор относится к классу полос, или этот вектор относится к классу случайных, верно? Так вот, что он делает. А затем, теперь используя этот линейный классификатор, который нам подходит, мы действительно можем вычислить вектор, ортогональные границы решения и движущийся в направлении концепции полос, верно?
Итак, если вы видите этот вектор, мы видим L. Он ортогонален границе принятия решения. Он указывает в направлении класса полос и в сторону к класса случайных, верно? Так зачем же мы выполняем все это упражнение? Наша цель состоит в том, чтобы в основном получить векторное представление концепции полос, верно? Так что если я приучу полосы к модели, например, полосы — это концепция, которая имеет смысл для меня, но не для модели. Теперь, сделав все это, я сгенерировала векторное представление в пространстве представлений в LM-слое. Это соответствует понятию или концепции полос. Хорошо. Итак, раз у нас есть такой вектор, то мы можем использовать его и вычислять градиенты, делать все остальное для того, чтобы получить важность этого вектора для результата, верно? Так вот, в основном, какая логика здесь подразумевается. Итак, чтобы подытожить весь этот процесс, цель состоит в том, что вы начнете с двух наборов изображений. Один набор изображений представляет понятие полос. Другой набор изображений представляет собой случайные примеры, а затем вы получаете векторы для всех этих изображений из модели, фактически из каждого слоя. А затем вы пытаетесь построить линейные классификаторы, которые разделяют два класса векторных активаций. И вы берете вектор, ортогональные границы решения, указывающие в направлении интересующей концепции. А затем вы вычисляете производные, используя этот вектор, чтобы определить важность понятия полос для данного прогноза, не так ли? Итак, главное здесь то, что мы перешли от концепции полос в нашем сознании к получению вектора, который количественно определяет, что такое понятие полос для модели, не так ли? Хорошо, отлично. Итак, давайте перейдем к следующему классу подходов к глобальным исследованиям. Это называется современной дистилляцией и на самом деле существует уже довольно давно, а также пользуется популярностью, особенно среди этих табличных сред обработки данных. Итак, цель здесь состоит в том, чтобы у вас снова была эта прогностическая модель f of x, которую вы хотите объяснить или предоставить глобальное объяснение. Итак, предположим, что у вас есть куча точек данных, которые вы можете использовать в этой модели. Вы можете получить прогнозы этой модели по каждой из этих точек данных. У вас есть доступ по запросу к этой прогностической модели, и у вас есть доступ к набору данных и соответствующим прогнозам модели. Теперь вы берете все это, пропускаете через алгоритм объяснения, а затем как бы приближаете эти предсказания. Или пытаетесь имитировать эти предсказания, используя более простую интерпретируемую модель, которую намного легче понять. Итак, по сути, возьмите предсказания этих моделей, входные экземпляры, и попытайтесь приблизить или имитировать предсказания этой модели. Но теперь используя более простую модель, не так ли? И если вы помните, мы говорили о гаммах немного ранее, когда обсуждали изначально интерпретируемые модели. Так что гаммы фактически были предложены в качестве глобального объяснительного решения для многих этих моделей черного ящика. Итак, идея состоит в том, чтобы опять же взять точки, взять прогнозы, попытаться подогнать гамму под эти прогнозы. Конечно, насколько точно эти подходящие игры будут соответствовать такого рода условиям, будет зависеть опять же от того, насколько сложны прогнозы для захвата с использованием функциональных форм игры, не так ли? Иногда вы можете добиться успеха, иногда это может быть трудно. Так что это зависит от характера данных и сложности границ в данных. Итак, мы подробно обсудили такого рода переменную результата и то, как на переменную результата влияют различные значения входной переменной и так далее. Поэтому я не собираюсь касаться этого, но по сути вот то, что вы попытаетесь подогнать. Итак, что вы делаете так, это то, что у вас есть входные данные. У вас есть соответствующие модельные прогнозы. Вы пытаетесь подогнать под них игру. Это по сути то, что здесь происходит, хорошо? Хорошо. И как вы можете себе представить, теперь деревья решений также рассматриваются как своего рода подгонка более простых моделей, чтобы попытаться приблизить предсказания сложных моделей. Так что это тоже было то, что было исследовано некоторыми предыдущими подходами. И как только у вас появится какой-то класс подходов, основанных на правилах, вы можете представить, что люди подумают о других классах, таких как наборы правил и так далее. Так что они также используются для того, чтобы аппроксимировать такого рода имитации предсказаний сложных моделей. Так что в каком-то смысле я просто приведу вам один пример стилизованной версии наборов решений, над которыми в какой-то момент мы работали.
Итак, здесь, как вы можете видеть, краткое описание того, что делает сложная нейронная сеть. Это на самом деле довольно точно, особенно в данном конкретном наборе данных и в данной конкретной обстановке. Но эти наборы решений также, я называю их стилизованными, потому что вместо того, чтобы просто иметь какие-то правила, они упорядочены в виде двухуровневой иерархии, где верхний слой представляет описание подгрупп. Итак, это в основном описание свойств определенных групп в данных, а затем внутренние правила в основном представляют то, что модель делает с этими подгруппами, верно? Таким образом, существует очень четкое разделение между тем, что является подгруппой, и тем, что в некотором смысле является логикой модели. И это очень полезно для того, чтобы увидеть на высоком уровне, что модель делает для различных подгрупп данных. И все это, включая сегментацию данных на подгруппы и поиск правил, объясняющих логику модели в этой подгруппе, все это генерируется автоматически. И есть возможность настроить их хорошо. Так, например, конечный пользователь может сказать что-то вроде: «Объясните, как эта модель ведет себя в разных группах пациентов с разными ценностями курения и физических упражнений». Чтобы вы знали, что курение и физические упражнения похожи на интересующие вас особенности. Таким образом, вы можете настроить тот набор правил, который вы видели, используя эти две интересующие вас особенности. Это физические упражнения и курение. И теперь правила разделены в соответствии с различными ценностями физических упражнений и курения. Как вы можете видеть, не со всеми ценностями. Некоторые потому, что вы также хотите, чтобы правила были компактными. Поэтому нужно решить, как разделить пространство. Разделить пространство или разделить пространство на основе интересующих вас особенностей. И как делать эти вещи или генерировать эти вещи. На многое из этого действительно можно вдохновиться, и это основная тема. Мы говорили о некоторых целевых функциях с наборами решений. Так что мы могли бы использовать некоторые фрагменты, похожие на это. Другие немного отличаются от этого. Например, вы постараетесь свести к минимуму количество случаев, для которых метка объяснений не равна предсказанию модели, не так ли? Таким образом, наборы производят метки. Вы хотите, чтобы эти метки соответствовали предсказаниям модели, и тогда вы также сведете к минимуму количество повторяющихся правил, применимых к каждому экземпляру, чтобы не было путаницы в объяснении каждого экземпляра. И тогда вы, конечно же, сведете к минимуму количество условий в правилах. Вы также накладываете ограничения на количество правил и подгрупп, что является внешним правилом. И вы также можете предусмотреть возможность настройки, сказав, что внешние правила должны состоять только из интересующих функций, которые предоставляются пользователям. Итак, вот некоторые из трюков. И это, опять же, оказывается аналогичной проблемой. Но на этот раз с ограничениями матроида. Таким образом, вы можете использовать сглаженную версию некоторых локальных поисковых алгоритмов, о которых мы говорили ранее, для решения такого рода проблем оптимизации. И аналогичными способами на самом деле вы можете придумать резюме контрфактов. Так, например, мы говорили об этом немного ранее, о том, как генерировать контрфактические объяснения для отдельных пользователей или отдельных экземпляров данных. Теперь вы получаете кучу таких контрфактов или ресурсов. Теперь вопрос в том, что есть лицо, принимающее решение, или регулирующий орган, который пытается выяснить, является ли эта конкретная модель и связанные с ней ресурсы разумными. Или у них есть какие-то странные предубеждения, которые мы не можем понять. Так как же им помочь? Итак, в каком-то смысле, как ресурсы, разрешенные моделью, различаются в различных расовых и гендерных подгруппах. Существуют ли какие-либо предубеждения в отношении определенных демографических показателей? И предубеждения в этом контексте могут выглядеть так, как будто вы просите некоторых людей изменить множество функций, в то время как вы просите некоторых других людей изменить очень мало, не так ли? И вы делаете. Или это решение каким-то образом зависит или основано на том, к какой расовой подгруппе они принадлежат или какой гендерной подгруппе они принадлежат. Тогда это проблема, не так ли? Так что давайте, может быть, просто посмотрим на этот пример. Например, вы пытаетесь. Так что вот, по сути, что-то вроде краткого изложения контрфактов. Это говорит о том, что для разных подгрупп, опять же, подгруппы охвачены внешними правилами. И для каждой подгруппы вы видите, что нужно изменить, чтобы этот человек как бы остался один, не так ли? Так, например, если раса белая, пол мужской, значит, вы просите этого человека сменить работу с «нет» на «да», верно? Все остальное в порядке.
И точно так же наркотики СДА на нет, верно? С другой стороны, для женщин белой расы вы просите их изменить две характеристики во втором правиле вместо одной для соответствующего мужчины белой расы, верно? Точно так же, если раса отличается, вы на самом деле просите людей изменить гораздо больше функций. Так вот, такого рода предвзятость является проблемой, потому что вы заставляете одну подгруппу выполнять намного больше работы или прикладывать больше усилий при обращении за помощью. Но это вы можете узнать только тогда, когда у вас есть краткое изложение всех контрфактов или ресурсов, которые алгоритм генерирует для данной модели, не так ли? Вот почему эти резюме могут быть полезны. Хорошо. Итак, опять же, внешние правила, которые вы видите, точно так же, как и некоторые другие резюме, которые мы рассматривали ранее, являются дескрипторами подгрупп. А затем внутренние правила, которые вы видите, это правила обращения за помощью, которые говорят человеку или которые говорят нам, какие функции необходимо изменить и от чего к чему, верно? Итак, теперь, если регулирующий орган увидит, что это на самом деле то, что происходит в отношении ресурсов, они действительно могут понять, что это предвзято. Это требует, чтобы определенные демографические показатели учитывали гораздо больше функций, чем другие, не так ли? И желательно в данном случае будет то, что мы хотим, чтобы ресурсы, которые приводятся в этих сводках, были правильными. Таким образом, в каком-то смысле мы хотим свести к минимуму число заявителей, для которых предписанное обращение не приводит к желаемому результату, не так ли? Таким образом, вы не хотите фиксировать эти вещи в резюме, потому что это неправильное резюме. И еще одна вещь — вам нужна защита от регресса, когда вы пытаетесь свести к минимуму число заявителей, для которых регресса не существует. Таким образом, в этом своде правил вы не видите регресса для определенных заявителей. Мы хотим свести к минимуму этот круг людей, хорошо? И затем мы хотим минимизировать общую стоимость функций, а также величину изменений в значениях функций, не так ли? Так что это в основном общий способ. Кстати, резюме ресурсов, которые мы видели, контрафакты, которые мы видели, само это резюме можно использовать и для назначения ресурсов отдельным лицам, верно? Значит, у него может быть двойное назначение. Он может служить кратким изложением того, что происходит регулирующему органу, и вы также можете использовать то же самое для назначения ресурсов отдельным лицам. Так что это двойной подход, не так ли? Учитывая, что это двойной подход, мы также пытаемся сосредоточиться на минимизации общих затрат, необходимых для внедрения ресурсов, которые предписываются для каждой группы, а также на масштабах необходимых изменений, не так ли? И, конечно же, нам нужно, чтобы эти резюме были поддающимися интерпретации. А это значит, что мы не можем допустить, чтобы такого рода сводные правила раздувались. Поэтому нам нужны некоторые ограничения на количество правил, количество условий в правилах, количество подгрупп. И мы также можем обеспечить настраиваемость, гарантируя, что внешние правила будут включать только эти функции, представляющие интерес для заинтересованных сторон. И эти особенности не отражены, например, во внутренних правилах, верно? Хорошо. Так что, опять же, это проблема того же рода, что и та, о которой мы только что говорили, с двухуровневыми наборами решений без регресса или без контрфактов. Так вот, чем это в конечном счете оказывается. Так что я думаю, мы почти подошли к концу этого модуля. Так что все, что я могу сделать, это уделить несколько минут вопросам, а затем, возможно, мы сделаем паузу здесь, а затем соберемся снова сразу после обеда.